Здорово, танкисты! Сегодня у нас на обзоре легендарный Т-90М. М значит модернизированный, чтобы каждый понимал, что с этим танком шутки плохи. Я давно хотел сделать обзор на этот танк, но никак руки не доходили. Теперь, спустя некоторое время после выхода данного аппарата, я решил выкатить его и потестировать в реалиях нашей игры. И заодно посмотреть, изменилось что-либо в нем. Танк, в принципе, неплохой, играбельный, но мне не зашел. Я играл исключительно активно, наступая и прожимая противника, но чаще всего для меня все заканчивалось плохо. Удовольствия, катая на нем, я не получил, а ради ярких и приятных моментов мы и заходим в игру. Я, как и другие игроки, ждал Т-90М и ожидал большего от него, но получилось совсем другое. Мы ожидали не только красивый и мощный внешний вид, но и достойного соперника западным образцам на топ-тире. Но вышло так, что мы получили копию Т-90А на анаболиках. А теперь давайте конкретно о самой машине. Начнем с плюсов. У нас шикарный, мощный внешний вид, да-да-да. Также у нас неплохое 125 миллиметровое орудие с топовым снарядом 3БМ-60 на 580 мм пробоя. Также хорошие рули горизонтального наведения орудия, аж в 40 градусов на ас. Тепловизор хорошего качества поможет видеть противника в плохую погоду. И конечно же шикарная броня, куда же без нее. Ну и на этом собственно все, похвастаться больше нечем. Дальше одни только минусы, к сожалению. Подвижность у нас никакая, танк с трудом разворачивается на месте. Задний ход 4 км в час. Выстрелить и откатиться будет сложно. УВНы довольно слабые, минус 6 градусов. Перезарядка орудия 7,1 секунда, это дольше всех остальных на топ-тире. А самое главное, у нас как бы шикарная броня, непробиваемая, но шотать нас легче простого, так как уязвимых мест полным-полно. А я вам напомню, что мы играем на топ-тире, игроки тут опытные и почти каждый знает, куда нужно стрелять. А теперь посмотрим на компоновку танка. Как видите, у нас все очень тесно, всего 3 члена экипажа. Боеукладка абсолютно везде. Внизу барабан с боеприпасами, сзади экипажа полки с боеприпасами и в кормовой части башни тоже боеприпасы. Сплошная бочка с порохом, да-да-да. Берите около 20 снарядов, где-то так, и тогда будет у вас только одно место с ПК, это барабан. А также обратите внимание на уязвимые места, от которых мы почти всегда будем отлетать в ангар. Это люк мехвода, НЛД, борта и корма. Кстати, советую прикрыть люк мехвода и НЛД кустами, если они есть. Некоторые противники мажут или путаются при виде волосатого зверя, да, это точно. Совет по игре на данном аппарате. Держите дистанцию, занимайте прострелы и играйте от башни, также используйте ТДА. Некоторые противники ведутся на этот трюк, да, столько времени уже прошло, они все равно попадаются, бывает. На этом я заканчиваю свой небольшой обзор и хочу сказать спасибо всем тем, кто посмотрит это видео до конца и поддержит меня своей подпиской, лайками и комментариями. Спасибо вам всем большое и до скорых встреч!